Маккензи, если ты это каким-то удивительным образом смотришь, пожалуйста, не снимайся больше в таких фильмах. Лучше напиши мне. Я хоть и не обладаю голливудским именем и еще даже толком ничего не снял, но, по крайней мере, я уважаю твой талант. Что хотел, то и получил. Господи, я так нервничаю, блин. Существует отличная фраза, строчка в одной песне из одного советского фильма. Она звучит как «Все на свете было не зря, не напрасно было». Вполне возможно, что вы знаете о том, что в свое время я сделал ролик по фильму «Щелкунчик и Четыре Королевства». Так вот, собственно, когда я его делал, я понимал, что я его сделаю, возможно, он соберет там просмотров 500, и на этом все кончится. Я вложил в него максимум усилий, я потратил на него почти месяц, я его делал. Но я даже подумать не мог, что выхлоп будет настолько классным. Я сам не верю в то, что я это говорю, ребят, но это, тем не менее, факт. Мне написала Маккензи Фой. Та девчонка, к которой я обращался на протяжении всего обзора по Щелкунчику, написала мне. Вы это понимаете? Вашу мать! Я это рассказывал неоднократно в других роликах на канале, но они русскоязычные, а у этого ролика, так же, как и у обзора на Щелкунчика, будут англоязычные субтитры. Я рассказывал в других роликах на канале и на стримах о том, что так, мол, и так, а вообще я за Маккензи слежу со своих и ее 14 лет, когда я сходил в 2014 году на фильм «Интерстеллар». С тех самых пор я за ней слежу, посмотрел много ее фильмов, да каких много, вообще все фильмы с ее участием. И, собственно, с тех самых пор я и начал такие вот своеобразные шутки отпускать по поводу того, что так, мол, и так, а мы на самом деле там уже на самом деле встречаемся вообще и тому подобное. И на протяжении всего обзора я тоже отпускал немало таких шуток, что йоу, там, что мы будем говорить нашим детям, это наш личный серьезный разговор. Чё ж, у нас был личный серьезный разговор. Я не злобная хайпующая тварь, поэтому поберегите свои дизлайки. То, что я сейчас вам покажу сейчас вот вам свою переписку с ней, это не какой-то там слив, я не пытаюсь просто ой, лишь бы доказать, лишь бы хайпануть, это вовсе не так, я не такая сволочь, я просто не стал помещать тот блок, где мы с ней обговариваем, слушай, ты сама понимаешь, что это мой долг, я 6 лет шел к этому, и тут ты мне все-таки пишешь, ты понимаешь, что мне там надо этим поделиться с людьми, мы об этом договорились, она не против, она только за, поэтому, собственно, это не слив ни в коем разе. Но просто что бы вы сделали на моем месте, если бы в определенный момент вы... вообще, как это произошло? Я сегодня ночью, так как мне надо очень много видео сделать, видео на моем канале выходят каждый день, мне надо было подготовить огромное количество видео, собственно, я их подготавливал, я их монтировал, когда они монтировались, я снова садился их делать, в итоге я работал всю ночь, и тут я в 4 часа утра, не в 4 часа, где-то в 4:30, я захожу в Инстаграм, просто потому что я поставил ролик монтироваться, рендериться, и чем мне еще заниматься? Я решил позалипать в Инстаграме, и тут здрасте. И тут здрасте. Привет. И, с одной стороны, это вроде бы и волнительно, потому что... Вашу мать. Мне не просто кто-то там написал. Мне написала Маккензи Фой. Это с одной стороны. Но с другой стороны, в то же время я понимаю то, что, камон, она же написала по какой-то конкретной причине. Во-первых, сейчас карантин, и она сидит дома. Если даже она мутит с каким-то парнем, то, скорее всего, они не могут сейчас видеться, потому что по законам США она станет совершеннолетней только в 21 год, и только после 21 года сможет жить со своим молодым человеком. С молодым человеком она видеться не может, если он у нее есть.
делать ей нечего, книжки она, скорее всего, все перечитала, делать ей, собственно, ей нечего делать, что еще ей делать? Наверное, забила в Ютубе свое имя и увидела мой обзор. Потому что, по запросу ее имени мой обзор один из первых. Видимо, забила свое имя, фамилию в Гугле, в Ютубе, и пожалуйста. И в итоге в итоге мы с ней переписывались. Блин, по-прежнему какая-то невероятная ситуация. В общем, что я хочу сказать. Этот ролик не создан для того, чтобы я просто сказал, типа, мне написала Маккензи for you, там, соседи, типа, неудачники и так далее. Нет, вовсе не так. Этот ролик сделан по совершенно другой причине. Я лишь хочу сказать, помимо того, что я уже сказал, что, ребята, даже тогда, когда вам кажется, что какая-то цель, которую вы ставите перед собой, несбыточная, и вы никогда ее не добьетесь, все равно четко и уверенно к ней идите, и вы все равно достигнете ее, что бы ни случилось. А всегда Вселенная поощряет желание добиться своего. Всегда. Неважно, сколько времени уйдет. Возможно, вы достигнете своего уже через год напряженной работы. Возможно, вы достигнете своего через 6 лет напряженной работы, как я. Но вы своего достигнете. В 14 лет я посмотрел фильм Кристофера Нолана «Интерстеллар» и подумал: симпатичная девчонка. С обычными девчонками, с моими одноклассницами мне не везет в отношениях. Наверное, мне повезет в отношениях с ней. Проходит 6 лет, и ровно год с того момента, как я выпустил обзор на Щелкунчика «4 королевства», и она мне написала: кто знает, может, наши разговоры придут к тому, что мы таки начнем встречаться. На самом деле, с момента выхода обзора на Щелкунчика прошло не ровно год. Ровно год будет 7 апреля. Собственно, 7 апреля, возможно, чуть позже, я выложу еще один ролик, где я почитаю ваши комментарии под обзором. Поэтому, если вы еще там ничего не написали, но видели его, то, собственно, напишите ваше мнение по поводу обзора, по поводу фильма, будет интересно знакомиться. Если же вы обзор видели, но по какой-то причине не поставили под ним, во-первых, лайк, а во-вторых, не написали комментарий, опять же, исправляйтесь, пишите комментарий, ставьте лайк. И если вы вообще не имеете к нему никакого отношения, вы вообще попали случайно на этот ролик и вообще не знаете, кто я, тем более переходите по подсказке в верхнем правом углу экрана, смотрите обзор, обязательно ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на канал, даже если вы англоязычный человек. Конечно, на моем канале не так много будет выходить англоязычных роликов, скорее их вообще не будет выходить, но все равно при большом желании вы сможете учить русский язык с помощью моих роликов. Переводите их на английский и учите русский язык. Самый красивый и могучий язык на планете Земля. Отличная идея, на мой взгляд, и отличный способ, потому что в моих роликах практически нету нашего российского молодежного сленга, используются только классические русские выражения, ну и вообще у меня очень богатый лексикон, поэтому с помощью моих роликов учить русский просто вообще очень отличный, очень удобный вариант, поэтому даже если вы говорите по-английски и сейчас читаете субтитры, подписывайтесь на канал, ставьте везде лайки и переводите мои видео на английский язык, даже с помощью русских субтитров, которые созданы автоматически. Потому что, хоть это и хреновые субтитры, но все равно можно попытаться их перевести. В частности, я английский язык учил именно так. Я читал херовые английские автоматические субтитры, пытался что-то уловить на слух и приблизительно такой ролик перевел. Ушло он у меня на это почти 2 дня, ролик тот длился 13 минут, но чем черт не шутит. Такие дела. Спасибо вам за просмотр, спасибо всем, кто поддерживал меня на протяжении этого пути. Дальше будет все только круче, потому что мы имеем
просто очевидные, железобетонные доказательства того, что даже если твоя работа, казалось бы, уходит в ноль, Вселенная любит равновесие. И даже если сейчас тебе кажется, что твое видео, твоя работа, она собирает гораздо меньше просмотров и отклика, чем должна, возможно, твоя работа получит какой-то один огромный отклик от одного человека, который окупит вообще все. Как произошло в моем случае. Поэтому обязательно верьте в себя, обязательно идите к своей цели во что бы то ни стало, и у вас все получится. У меня же получилось. На этом все. Спасибо за просмотр. С вами был Олег Быценко. Смотрите обзор, если вы его еще не видели, или смотрите его еще раз, если вы уже его видели. Все-таки он очень классный и качественный. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить разбор ваших комментариев под обзором. И, конечно же, вот. Не пропустите другие видео. Сегодня выйдет еще одно видео, и завтра 2, и потом еще 3. И вообще видео выходит каждый день по несколько штук. Настолько я активный контент-мейкер. Такие дела, ребят. Удачи, всего вам доброго. С вами был Олег. Пока-пока-пока. Одно печалит. Даже если я захочу ее пригласить на свидание, карантин нам не позволит. Я собираюсь проходить тест онлайн на канале, может ее пригласить в кооператив? Я думаю, это будет прикольно. Маккензи Фой, записывающий летсплей с чуваком из России. И каждый говорит на своем языке. Это мощно. Ладно, все, всем пока.